Приветствую всех любителей зимней рыбалки, и сегодня мы поговорим о том, как сделать зимние удочки из того, что есть дома под рукой. Итак, нам потребуется канцелярский нож, плоскогубцы, деревянные палочки для суши, обычный перманентный маркер и шпуля с леской. Также по центру расположен вариант, в котором использована ручка от массажной расчески жены, пока она не в курсе. Итак, начнем. Находим у себя в закромах старый ненужный маркер. Возможно, у кого-то нет старого, можно взять новый, пока не видит ребенок, типа потерялся. В моем случае засохший, в принципе неиспользуемый уже маркер. Также нам потребуются плоскогубцы, пассатижи, кусачки, что у кого имеется под рукой, чтобы достать стержень из маркера. В моем случае я его уже достал, но покажу еще раз наглядно. В образовавшееся посадочное отверстие от стержня мы будем вставлять палочку из китайского набора для суши. Итак, приступим. В моем случае палочки не учебные, они не были скреплены между собой. Каждая палочка представляет собой отдельный элемент, достаточно прочный. Вставлять мы будем широкой частью, без всяких подточек, без всяких подгонов. Даже без использования клея элемент вставляется плотно и надежно. Вставляем примерно на 2-3 см, слегка подкручивая по часовой стрелке. Еще раз повторюсь, все вставляется максимально плотно. Если же у вас в наборе палочки были учебные, которые скреплены между собой, основание у таких палочек будет либо прямоугольное, либо квадратное, которая не будет подходить под данный паз в маркер, и возможно в данном случае придется палочки подточить. В моем случае все получилось максимально качественно и плотно. Также нам потребуется колпачок от данного маркера, ни в коем случае не выбрасывайте. Подрежем верх, подрежем нижнюю часть, далее будет понятно для чего. Берем канцелярский нож и максимально аккуратно, так чтобы не повредить себе пальцы, ставим колпачок на какой-то упор и аккуратно отрезаем верхнюю часть колпачка, так чтобы наша палочка на удочке проходила насквозь. Наш колпачок также будет служить фиксатором шпули с леской, далее будет ясно, как это работает. Одеваем наш колпачок на удочку до характерного щелчка. Проверяем. Все держится. Значит, на данном этапе все выполнено верно. Теперь нам потребуется непосредственно наша шпуля с леской, которую мы одеваем на удочку. Упором для шпули будет выступать основная часть маркера, ручка, в которую упирается наша шпуля и не проскакивает дальше. Фиксатором будет выступать колпачок, который будет подрезан по размеру таким образом, чтобы плотно фиксировать шпулю на маркере. Замеряем по толщине шпулю и с упором обрезаем нижнюю часть колпачка. При этом зажим прищепку на колпачке не рекомендуется отрезать полностью под корень, далее она нам еще пригодится. Замеряем. Все должно фиксироваться четко и плотно, как и до подреза без самой шпули. Шпуля плотно держится на ручке до того момента, пока мы не отпустим наш фиксатор. Зажали фиксатор, шпуля снова плотно стоит на ручке. Следующим этапом будет изготовление ножек-сошек, для которых нам понадобится проволока. У кого какая имеется в пользовании, мягкая, жесткая, то что есть, то и берем. Складываем пополам, делаем один виток.
С мягкой проволокой будет работать проще, но у меня в арсенале стальная. Доворачиваем еще по полвитка, и получается вот такая, можно сказать, пружина. Снимаем наш фиксатор, на котором есть такой зажим-прищепка. И надеваем на зажим-прищепку наши сошки. Подравниваем и надеваем фиксатор на нашу удочку. Наша удочка готова. Теперь можно ловить как на кивок, так и на поплавочку. Данная конструкция удочки нам позволит заменить шпулю с леской за несколько секунд, не перематывая на катушку, как в магазинных вариантах удочек. Поставили новую шпулю, продели фиксатор кивка, привязали мормышку либо груз, размотались, выставили глубину и после чего зафиксировали нашу шпулю, провели леску через фиксатор самой шпули, поставили кивок и продолжаем ловить. В продаже часто встречаются вот такие угловатые бобины, одна из сторон не круглая, которые позволяют без ножек выбирать момент вращения шпули по льду и достаточно четко фиксировать удочку над лункой. На данном этапе изготовим фиксатор для кивка, либо лески с поплавком из термоизоляционной трубки, либо кабельной изоляции, подходящей по диаметру к вершинке созданной нами с вами удочки. Перед тем как обрезать, предварительно примеряем, нарезаем и устанавливаем. В варианте лова на поплавок изоляция будет выступать направляющим фиксатором для лески, поданной с бобины. В случае лова на кивок еще и держателем кивка и также направляющей для лески. Для изготовления кивков я лично использую плотную пленку, либо если у кого есть рентгеновский снимок, также подойдет, будет практически то же самое. Подбираем ширину нарезаемой пленки по вершинке нашей удочки. Нарезаем изначально полосочки длиннее, чем возможно они будут использованы. Для того, чтобы потом мормышкой или грузиком проверить сопротивление кивка и, укорачивая, выставить нужный нам загиб. Скругляем ножницами край, чтобы леска не цеплялась. Продеваем кивок в изоляцию и устанавливаем на вершинку нашей удочки. В конечном итоге все получится именно так. Остается лишь пропустить леску через держатель кивка и сам кивок. Кивок работает, теперь через него нужно пропустить леску. Для этого мы сделаем отверстие вершинки кивка толстой иглой либо шилом. Впоследствии кончик готовой вершинки кивка мы окрасим в яркий цвет, так чтобы в любую погоду четко была видна поклевка. Вот практически и все. На данном этапе наша с вами универсальная удочка готова. При ловле на зимний поплавок можно сразу использовать несколько удочек. Вторая удочка у меня изготовлена из таких же материалов, все те же составляющие.
маркер, палочка, фиксатор крышка маркера и взаимозаменяемая шпуля с леской. Достали стержень из маркера, вставили китайскую палочку, замерили шпулю с леской, подрезали колпачок сверху и снизу для фиксации шпули, изготовили кивок и в принципе все готово. Все основные части взаимозаменяемы, очень легко заменить шпулю с леской, переставив с одного на другой вариант. Это поможет очень быстро решить вопрос с узлами, с путанкой, с обрывами. Просто заменили шпулю на новую и вы снова в строю. Изготовлен мной вот такой вариант еще из ручки массажной расчески. Та же китайская палочка. Сверлим сверлом по диаметру в пластике ручки. Отверстие. Нужное по глубине. Вставляем палочку. Заливаем клеем из клеевого пистолета или суперклеем. Изготавливаем кивок. В данном случае палочку я покрасил в желтый цвет. В данном варианте будет удобно использовать какое-либо мотовильце, пенопластовое на кончик удочки, либо изготовленное из проволоки на ручку и на кончик удочки. Если моя идея по изготовлению удочки за 5 минут пришлась тебе по душе, ставь палец вверх. Всем удачных рыбалок!